Глава 2226. Жестокая битва против стаи насекомых. Часть 1. Прежде чем отправиться в путь, план уже был подтвержден, поэтому ни у кого из существ стадии Великого Вознесения не было никаких возражений. Спустя несколько мгновений дьявольская армия разделилась на несколько групп, которые бросились в одном направлении, оставив позади только десятки тысяч элитных дьявольских стражей и существ стадии Великого Вознесения. Несколько часов спустя оставшиеся элитные дьявольские воины также отправились из долины на гигантском ковчеге. 7 дней спустя армия, состоящая из более чем 100 тысяч дьявольских воинов, вступила в ожесточенную битву против стаи стимбареров над бесплодным плато. Дьявольская армия была очень организована и располагалась в виде глубокого кругового строя с несколькими сотнями гигантских ковчегов, расположенных в стратегически важных местах. Более того, были установлены несколько слоев защитных световых барьеров, и толстые столбы света в ярости вырывались из них, уничтожая большие группы стимбареров. Однако в этом рое было просто слишком много насекомых. Независимо от того, сколько их было убито, их место немедленно занимали другие, чтобы продолжить атаковать строй. Дьявольская армия сначала медленно продвигалась вперед, но была вынуждена остановиться. К счастью, атаки, развязанные этим формированием, становились все более мощными, убивая бесчисленное количество стимбареров и частично ослабляя давление на армию. Однако 3 дьявольских существа стадии интеграции тела, стоявшие на гигантском ковчеге в центре формирования, были совсем не рады видеть это. Это не мудрое решение — использовать наши резервные силы так скоро, мы не сможем надолго сдерживать рой стимбареров, сказал дьявол в малиновых доспехах. Если бы мы не использовали эту силу, весь строй мог бы прямо сейчас рухнуть. Если наш строй будет разбит, то мы вообще не сможем остановить рой стимбареров, холодно хмыкнул худощавый пожилой дьявольский мужчина в ответ. Но священные предки приказали нам продержаться хотя бы полдня, а прошло всего несколько часов. Если мы хотим обеспечить свое выживание, нам придется разработать план. В противном случае, когда все утомятся, в одиночку мы втроем не сможем выбраться из этого роя, возразил человек в малиновых доспехах. Не заставляйте меня повторяться, если бы мы не использовали эту силу, мы бы уже были побеждены. В худшем случае нам просто придется раскрыть секретные методы, чтобы задействовать наш скрытый потенциал, и есть все еще приличный шанс, что нам удастся сбежать, беспечно ответил пожилой мужчина. Вы действительно говорите, что это звучит просто. Если что-то пойдет хоть немного не так, эти стембареры могут сожрать всех нас, сказал мужчина в малиновых доспехах холодным голосом. Я не думаю, что это серьезная проблема, если мы разработаем хороший план и воспользуемся правильными возможностями, возразил пожилой мужчина, закатив глаза. Мужчина в малиновых доспехах сразу же вспыхнул яростью и уже собирался что-то сказать, когда последний дьявольский лорд, женщина средних лет, вмешалась. Я не могу поверить, что вы двое все еще ссоритесь в такое время. Если вы хотите поспорить, вы можете сохранить это до того, как мы сбежим из этого места. До этого нам придется объединить наши усилия и помочь друг другу. Теперь, когда мы уже выслали свои резервные силы, сожалеть о нашем решении уже поздно. Давайте подумаем, есть ли какие-либо доступные варианты действий, кроме сжигания нашего скрытого потенциала. Мужчина в малиновых доспехах с силой подавил свое недовольство и улыбнулся, сказав: «Вы правы, госпожа Тяньмя, сначала мы должны работать вместе, чтобы разработать стратегию». Выражение лица пожилого человека также немного смягчилось, когда он сказал: «Я не думал, что эти стембареры окажутся настолько более могущественными, чем другие дьявольские насекомые. Нам действительно сейчас крайне важно работать вместе». Таким образом, 3 дьявольских лорда начали разрабатывать план побега. Между тем, другие дьявольские армии также оказались в ловушке среди толп стимбареров в других местах, и они могли только атаковать стимбареров, пока не держались изо всех сил. Из-за того, что большая часть стимбареров вокруг первоначального запечатанного места была отвлечена дьявольскими армиями, все существа стадии Великого Вознесения и десятки тысяч элитных дьявольских воинов смогли быстро прорваться сквозь дюжину роев насекомых, и теперь они были довольно близко к первоначальному запечатанному прицелу. Однако в этот момент другие стембареры поняли, что происходит, и нападающие, наконец, были окружены безграничным морем стембареров, как и другие дьявольские армии. Ни одно из существ стадии Великого Вознесения еще не вмешалось, но десятки тысяч элитных дьявольских воинов и все ученики существ стадии Великого Вознесения были более чем оснащены, чтобы справиться с роем стимбареров. Бесчисленные полосы света пронеслись в воздухе, с легкостью уничтожая большие группы стимбареров, вся группа продолжала двигаться вперед с поразительной скоростью. Только более мощные стембареры могли устоять на их пути, но даже они были мгновенно уничтожены свирепым шквалом атак. Не более чем через 7 минут группа продвинулась на сотни тысяч километров, убив при этом бесчисленное количество стимбареров. Внезапно впереди послышалось странное шипение, и стембареры расступились, обнажив группу гигантских зеленых насекомых. Эти гигантские насекомые были размером более сотни футов каждая, с острыми клешнями и грозными клыками, представляя собой очень устрашающее зрелище.
Высокоуровневое дьявольское существо при виде этих насекомых тут же выдало предупреждение. Осторожно! Это высококлассные стембареры, и их дыхание по силе равно силе полномасштабной атаки существа на стадии интеграции тела. Прямо в этот момент все гигантские насекомые открыли пасти, выпустив столбы зеленого света. Тысячи элитных дьявольских воинов были застигнуты врасплох, а их защиту прорвали столбы света, которые мгновенно испарили их среди воплей боли. Эти столбы света были настолько мощны, что дьявольские воины были совершенно бессильны им противостоять. Ха-ха, похоже, стембареры наконец-то поняли, что мы главная сила, с которой им приходится иметь дело. В противном случае они бы не задействовали сразу столько полноценных стембареров. Давайте больше не будем сидеть сложа руки. Священный предок в черной броне, стоявший впереди гигантского ковчега, захихикал, подняв руку, чтобы выпустить шлейф черных нитей, который превратился в сеть площадью несколько километров, прежде чем спуститься к массивным стембарерам. Другие существа стадии Великого Вознесения поблизости также начали действовать, увидев это. Один из них запечатал ручную печать, и тут же поднялся жестокий ветер, образовав около дюжины массивных торнадо, которые устремились вперед с разрушительной мощью. Тем временем кто-то еще указал пальцем вперед, и исходная цимира в воздухе была немедленно взбита, после чего бесчисленные мощные молнии обрушились на врага со свирепой силой. В то же время все оставшиеся существа стадии Великого Вознесения начали свои собственные атаки, и один из них даже материализовал небольшой полупрозрачный меч, который пронзил воздух, выпустив бесчисленные проекции полупрозрачных мечей. Несмотря на то, насколько сильны были гигантские стембареры, они никак не могли противостоять атакам такого количества существ в стадии Великого Вознесения, и все они были мгновенно уничтожены к большому восторгу дьявольской армии. «Не останавливаемся. Продолжаем идти», — приказал священный предок в черных доспехах громовым голосом. Все дьявольские войска немедленно ускорили темп и продолжили движение вперед. Все разошедшиеся ранее стембареры тут же сходились вновь волнами самоубийственных атак, но так и не смогли вообще задержать группу. Хань Ли находился в зале гигантского ковчега, но он мог видеть все, используя свое духовное чутье. Слабая улыбка появилась на его лице, когда он стал свидетелем того, как все гигантские стембареры были легко уничтожены существами стадии Великого Вознесения. Дыхание этих гигантских насекомых было сравнимо по силе с атаками существ в стадии интеграции тела, но их защитное мастерство было далеко не на стадии интеграции тела. В противном случае, даже если бы эти существа стадии Великого Вознесения атаковали в унисон, они не смогли бы так легко уничтожить так много существ в стадии интеграции тела. Похоже, эти стембареры все еще были не самыми сильными в стае. В этот момент большинство существ в стадии Великого Вознесения собрались в зале, и лишь несколько из них стояли снаружи на гигантском ковчеге на случай возникновения каких-либо непредвиденных инцидентов. Баахуа в настоящее время сидела на стуле в центре зала, хладнокровно оценивая небесное зеркало искусственной иллюзии, которое она держала в руке. Что касается других существ в стадии Великого Вознесения, они либо собрались вместе для обсуждения, либо медитировали на своих стульях. Хань Ли бросил взгляд на священного предка Селянь, сидевшую возле окна, и обнаружил, что она совершенно бесстрастно оценивала бушующую снаружи битву через окно, из-за чего невозможно было понять, о чем она думает. Недалеко от нее старик, медная ворона и существа великой стадии Вознесения Царства Небесного Ворона медитировали на земле со слабым желтым светом, исходящим от их тел, по-видимому, практикуя какое-то искусство совершенствования. Глава 2227. Жестокая битва против стаи насекомых. Часть 2. Через некоторое время Хань Ли тоже закрыл глаза, чтобы медитировать. Даос Се стоял рядом с ним, как деревянный, но серебряной луны нигде не было видно. Видя, что это потенциально может быть довольно опасным путешествием, Хань Ли оставил серебряную луну во временной пещере, которую он создал в пустыне. Несмотря на то, что серебряная луна будет затронута искусством безразличия после расставания с ним, это не будет проблемой, если они не будут разлучены слишком надолго. Когда Хань Ли погрузился в свои мысли, Баахуа внезапно подняла бровь и сказала: «Они здесь, все». Она не упомянула, кем именно были они, но все существа стадии Великого Вознесения сразу поняли, о чем она говорит, и некоторые из них, включая Хань Ли, немедленно выбросили свое духовное чувство из гигантского ковчега. После волнения в окружающем рое стембареров появилась череда малиновых насекомых. Эти стембареры были размером всего около фута каждый, но по всему их телу были слабые золотые узоры духов, а в зеленых глазах кружился пятицветный свет. Как только появились эти стембареры, выражения лиц существ в стадии Великого Вознесения на ковчеге резко изменились, и они немедленно забрали свои сокровища. Все ближайшие стембареры были мгновенно уничтожены вернувшимися сокровищами, но малиновые стембареры внезапно исчезли с взмахом крыльев. В следующее мгновение все малиновые стембареры появились возле существ в стадии Великого Вознесения, а затем полетели прямо к ним.
Существа стадии Великого Вознесения, естественно, были очень встревожены и немедленно напали на стимбареров или выпустили их защитные сокровища. Был даже один, который громко вскрикнул, когда потянулся, чтобы схватить одного из стимбареров. Однако все их атаки и защитные меры эти стимбареры обходили стороной, как будто их и не существовало. Как только они достигли существ стадии Великого Вознесения, стимбареры начали излучать мерцающий малиновый свет. Выражения лиц существ в стадии Великого Вознесения резко изменились, когда они увидели это, но как раз в тот момент, когда они готовились противостоять силе неминуемых взрывов стимбареров своими телами, голос Баахуа внезапно раздался в воздухе. «Будьте уверены, оставьте эти вещи мне». Как только ее голос затих, из зала гигантского ковчега вырвался столб белого света. Столб света затем разделился на несколько тонких лучей света, которые ударили по малиновым стимбарерам, отправив их в полет на расстоянии более 100 футов. Раздалась череда оглушительных грохотов, появилось несколько палящих багровых солнц, а также возникла серия пространственных разломов, как будто все пространство вот-вот разорвется на части. Мощность взрывов этих стимбареров была поистине огромной. Все существа стадии Великого Вознесения были ошеломлены, увидев это. Взрывов было бы недостаточно, чтобы убить их, но серьезных травм определенно было не избежать. Прямо в этот момент наверху среди всплеска пространственных колебаний появился гигантский розовый цветок, и Баахуа появилась над головой. Прежде чем существа стадии Великого Вознесения даже успели выразить свою благодарность Баахуа, появилось еще около дюжины багровых стимбареров. Они немедленно телепортировались к Баахуа, окружив ее непроницаемым барьером, а затем снова приготовились к самоподрыву, по-видимому, планируя убить ее одним махом. В ответ Баахуа просто холодно усмехнулась, когда бесчисленные серебряные звезды внезапно вырвались из ее тела, образовав безграничную галактику, которая поглотила всех окружающих стимбареров. Прогремела череда взрывов, но все они были погашены галактикой звезд, не оставив вообще никакого следа. Затем все звезды сошлись, образовав флаг длиной около 10 футов с мерцающими серебряными звездами, выгравированными по всей его поверхности. Это было не что иное, как флаг звездопада. Еще около дюжины существ в стадии Великого Вознесения вылетели из зала ковчега на случай, если их силы потребуются, и Хань Ли был одним из них. Он скрестил руки на груди и заинтригованно оценивал Баахуа, планируя посмотреть, как она собирается использовать эти два сокровища, чтобы справиться со стимбарерами. Неудача с самоподрывом малиновых стимбареров явно привела в ярость весь рой, и после череды беспорядков появилось около 1000 малиновых световых шаров. Даже выражение лица Баахуа стало слегка мрачным при виде такого количества самоподривающихся стимбареров, и она взмахнула своим флагом в воздухе, чтобы создать еще одну галактическую проекцию, охватывающую весь гигантский ковчег. В то же время она указала на маленькое зеркало над головой, и оно тут же превратилось в полную луну. Золотой свет струился сквозь луну, вслед за которым одновременно вырвались сотни лучей света, с безошибочной точностью пронзая тело багровых стимбареров. Все пораженные малиновые стимбареры тут же взорвались на месте, вызвав палящее красное пламя, поднимающееся во все стороны и испепелившее в пепел большие орды окружающих стимбареров. Однако оставшиеся малиновые стимбареры все захлопали крыльями и мгновенно исчезли на месте. Баахуа немедленно приняла ответные меры, поскольку галактика звезд внезапно начала яростно расти по ее приказу. Бесчисленные звезды изменили свое положение, когда вспыхнули всплески пространственных колебаний, заставив всех малиновых стимбареров снова проявить себя. Более того, все они стали чрезвычайно медлительными и вялыми, словно летели сквозь патоку. Холодная улыбка появилась на лице Баахуа, когда она в безумии вложила свою неизмеримую магическую силу в полную луну наверху, и луна немедленно начала испускать больше лучей золотого света. Каждый выпущенный луч света приводил к преждевременному взрыву малинового стимбарера, но он также слегка затуманивал луну. Буря золотого света уничтожила большую часть малиновых стимбареров, но она также израсходовала остатки лунной силы и снова превратилась в маленькое зеркало, спустившееся сверху. Баахуа выбежала из галактики звезд, чтобы поймать зеркало, затем бросила взгляд на оставшихся багровых стимбареров, оказавшихся в ловушке в галактике звезд, прежде чем сделать определенную ручную печать. Галактическая проекция немедленно двинулась в обратном направлении, и бесчисленные серебряные звезды сошлись к ее центру, прежде чем взорваться в унисон, подняв порывы яростных серебряных ветров, которые создали бесчисленные белые пространственные разломы. Это пространственно-временный шторм. Воскликнул один из существ стадии Великого Вознесения, увидев это, и на лице Хань Ли также появилось задумчивое выражение. В следующее мгновение все багровые стимбареры, подхваченные свирепым серебряным ветром, были пожраны белыми разломами и полностью исчезли. Баахуа вздохнула с облегчением, увидев это, а затем махнула рукой вниз. Серебряный ветер тут же утих, и серебряный флаг вновь появился, прежде чем снова полететь в руку Баахуа. После раскрытия этой удивительной способности флаг звездопада явно был сильно ослаблен.
В конце концов, пространственно-временные бури просто не были явлениями, которые могла создать обычная копия глубокого небесного сокровища, поэтому Баохуа должна была высвободить эту способность, используя секретную технику, которая повредила флаг звездопада. Убрав 2 сокровища, Баохуа сказала: «Будьте уверены, коллеги даосы, самоподривающиеся стембареры уничтожены». После этого она медленно спустилась к гигантскому ковчегу. Вскоре после этого Хань Ли и другие существа стадии Великого Вознесения также вернулись в ковчег. Вернувшись в зал, Баохуа села в углу, скрестив ноги. Тем временем все остальные существа стадии Великого Вознесения обсуждали силы, которые только что были продемонстрированы парой сокровищ. Что касается Хань Ли, он просто вернулся на свое место и сел со слабой улыбкой. Без препятствий со стороны самоподривающихся и высококлассных стимбареров группа смогла беспрепятственно продолжить движение вперед. Примерно через полдня они, наконец, выбрались из роя стимбареров и заметили вдалеке первоначально запечатанное место. К этому моменту большая часть элитных дьявольских воинов погибла, и осталось лишь немногим более 10 тысяч, когда гигантский ковчег прибыл на первоначальное запечатанное место. Хань Ли и существа стадии Великого Вознесения вышли из гигантского ковчега и с любопытством в глазах начали осматривать окрестности. Край этого изначально запечатанного участка представлял собой бесплодный горный хребет, а между этими горами были разбросаны случайные постройки. Однако вокруг было совершенно тихо, и не было видно ни одного человека. Как ни странно, как только рой стимбареров достиг этого места, они тут же резко остановились за пределами горного хребта, как будто в их глазах впереди было что-то чрезвычайно устрашающее, и они не осмелились идти дальше, даже пока Хань Ли и остальные продолжали идти вперед. В этом сила древней печати. Как и ожидалось, она действительно способна подавить этих стимбареров. «Давайте оставим всех остальных здесь, чтобы следить за стаей стимбареров, пока мы направляемся глубже в это место», — предложил старик Медная Ворона. Баохуа кивнула в знак согласия и сказала: «Друг Даос Цуэ, брат Фэн, вы двое останетесь здесь, чтобы устранить некоторые ограничения на окраинах, как мы планировали ранее. Эти ограничения напрямую связаны с древней печатью, поэтому, если вы можете, отремонтируйте некоторые из них, это принесет большую пользу восстановлению древней печати». Глава 2228. Подземный дворец. Пара священных предков немедленно дала утвердительные ответы, в то время как другие существа стадии Великого Вознесения и их ученики продолжили путь глубже в первоначальное запечатанное место. В этой области явно существовало чрезвычайно сильное ограничение полета, о чем свидетельствует тот факт, что даже все существа стадии Великого Вознесения могли лететь вперед только медленно на малых высотах. Конечно, это относилось только к их обычной скорости, в глазах нормальных людей они все еще были необычайно быстры. Примерно через час группа уже преодолела расстояние, близкое к 10 тысячам километров. Внезапно впереди появился чрезвычайно длинный каньон, из которого поднимались облака тонкого фиолетового тумана, прежде чем унестись в небеса. Что было весьма тревожным, так это то, что из тумана исходил зловонный запах, который вызывал головокружение, а также делал духовное чувство очень вялым. Все существа стадии Великого Вознесения направили свои духовные чувства к фиолетовому туману, после чего все их выражения слегка изменились. Будьте осторожны, друзья даосы, не соприкасайтесь со слишком большим количеством этой штуки. Это проявление ауры королевы стимбареров, и именно это превратило дьявольских насекомых нашего священного царства в стимбареров, предупредила Баохуа. Сердца всех существ стадии Великого Вознесения вздрогнули, услышав это, и некоторые сразу же усилили защитный духовный свет вокруг себя, в то время как другие даже дошли до того, что призвали несколько защитных сокровищ. Однако большинство существ стадии Великого Вознесения, казалось, были вполне уверены в своих силах и не проявляли никакой реакции. Наконец, все поднялись в воздух над каньоном и резко вздохнули, увидев зрелище, открывшееся им внизу. Каньон был неизмеримо глубоким, и порывы леденящего до костей ветра вырывались из него вместе с пурпурным туманом. «Это то место, где находится древняя печать?» — спросил Хань Ли. Баохуа улыбнулась и ответила: «Древняя печать действительно находится здесь глубоко под землей. Еще в древние времена наша святая раса построила огромный подземный дворец, охватывающий всю территорию радиусом в 1000 километров вокруг этого места. Там был установлен ряд глубоких ограничений, и королева стимбареров расположена прямо в центре подземного дворца. Из-за того, что часть силы древней печати теперь находится под контролем королевы стимбареров, мы не смогли войти в подземный дворец. Однако, так получилось, что это период времени, который меняется циклически, когда происходит массовое извержение ци мирового происхождения. В результате сила древней печати весьма нестабильна, и мы сможем войти в нее. В противном случае мы все равно сможем прорваться в подземный дворец, но это определенно разбудит королеву стимбареров. Неужели королева стимбареров действительно настолько бдительна и восприимчива?
Насколько мне известно, подавляющему большинству насекомых очень трудно выйти из спячки в целях восстановления. И единственным исключением может быть, если кто-то приблизится к ним и попытается лишить их жизни, сказал пожилой мужчина в даосских одеждах, нахмурив брови. Баахуа бросила взгляд на пожилого мужчину и ответила. Может быть, вы известны своим пониманием насекомых, но не забывайте, что королева стимбареров — необычное насекомое, поэтому есть некоторые условности, которые к ней просто неприменимы, уважаемый даос Гау. Тогда я поверю тебе на слово, холодно хмыкнул пожилой мужчина. По-видимому, его не убедили слова Баахуа. Баахуа, похоже, тоже его не очень любила, и выражение ее лица сразу же потемнело, когда она ответила. «Если ты мне не веришь, можешь пойти дальше и убедиться в этом сам». Затем она бросила взгляд вглубь каньона, словно чего-то ожидая. Выражение лица пожилого мужчины слегка изменилось, когда он услышал это, и в его глазах мелькнула тень ярости, но в конце концов он промолчал, и, конечно же, он определенно не собирался безрассудно отправляться в каньон в одиночку. Хань Ли не мог не взглянуть заинтригованным взглядом на этого пожилого человека. Он ясно знал, что Баахуа не была обычным существом стадии Великого Вознесения, но этот человек все же осмеливался говорить с ней в такой грубой манере. Было видно, что он тоже не слабак. Внезапно Баахуа передала свой голос Хань Ли. Друг Даос Хань, у этого Даоса Гуна очень резкий характер, и он специализируется на ядовитых способностях, которые вызывают огромную головную боль даже у меня. Я бы посоветовала тебе не связываться с ним. Хань Ли лишь кивнул в ответ, но промолчал. Возможно, это произошло из-за пурпурного тумана или силы древней печати, но как только духовное чувство опускалось более чем на 1000 футов в каньон, оно непроизвольно рассеивалось, делая невозможным изучить содержимое каньона. Таким образом, все могли только наблюдать с настороженными выражениями. Прямо в этот момент Баахуа внезапно извлекла мерцающую серебряную формирующую пластину, на которую она наложила цепочку заклинательных печатей. Яркость серебряной пластины формации начала колебаться, как будто она внезапно обрела разум, и через короткое время яркий серебряный свет исходил от пластины формации вместе с бесчисленными серебряными рунами. Вот оно. Пришло время войти, друзья даосы, сказала Баахуа с ликующим выражением лица, летя к каньону шаром розового света, держа серебряную тарелку в руке. Остальные существа стадии Великого Вознесения немедленно последовали за ней. Золотой свет исходил от тела Ханьли, легко сдерживая фиолетовый туман, и он также спустился вместе со всеми остальными. К их удивлению, каньон оказался не таким безмерно глубоким, как казалось на поверхности. Пролетев всего около 10 000 футов, впереди внезапно появилось пятно нежного белого света. Все быстро приземлились на твердую землю внизу, и Ханьли огляделся и обнаружил, что все они расположены на огромной площади площадью более 100 акров, вымощенной полупрозрачным белым нефритом. В землю через равные промежутки были вставлены драгоценности размером с кулак, освещавшие эту область и делая ее яркой, как днем. Вокруг площади было 8 извилистых тропинок, ведущих в разных направлениях, и Ханьли посмотрел вверх, когда фиолетовый туман медленно сходился со всех сторон, прежде чем подняться вверх. Хорошо, тот факт, что нам удалось благополучно прибыть, указывает на то, что королева стимбареров все еще спит. Теперь давайте продолжим согласно первоначальному плану. Я поведу группу людей, чтобы связаться с духом древней печать, в то время как уважаемый даос Медная Ворона и наши товарищи даосы из Царства Небесного Ворона отправятся глубоко в подземный дворец, чтобы попытаться войти в контакт с нашими пойманными в ловушку союзниками. Два наших товарища даоса из Царства Черной Ночи отправятся в самую глубокую часть подземный дворец, чтобы найти место, где спит королева стимбареров, и вести за ней наблюдение, но не потревожить ее. Я уверена, что благодаря секретным методам сокрытия Царства Черной Ночи это не будет сложной задачей. Что касается всех остальных, разделитесь и отправляйтесь к ядрам формации подземного дворца, чтобы устранить там некоторые ключевые ограничения. Эти места могут охранять потомки королевы стимбареров, так что будьте осторожны. Истинные потомки королевы стимбареров гораздо более могущественны, чем стембареры снаружи, и они чрезвычайно опасны даже для таких существ в стадии Великого Вознесения, как мы, приказала Баахуа. Хе-хе, мы позаботимся о себе. Тогда я пойду вперед. И ты тоже будь осторожна, уважаемая даос Баахуа. Таким образом, все существа стадии Великого Вознесения разделились на группы и покинули площадь. Хань Ли и Даос Се оказались в группе с двумя другими существами стадии Великого Вознесения, и все четверо исчезли по одной из троп, ведущих от площади. Этими двумя другими существами стадии Великого Вознесения были Се Лянь и культиватор стадии Великого Вознесения, окутанный зеленой ци Люй Ши. Их задачей было устранить некоторые ограничения в ядре подземного дворца. Се Лянь шла впереди, осматривая нефритовую пластинку в руке, Хань Ли и Даос Се были посередине, а Люй Ши шел сзади. Никто из них ничего не сказал, и они мягко скользили на высоте нескольких футов над землей. Их духовное чутье могло охватить всю территорию в радиусе более 1000 футов, и пока здесь не было никого более могущественного, чем они, никто не смог бы избежать их обнаружения.
Хань Ли со спокойным выражением лица осматривал окрестности и обнаружил, что путь, по которому они шли, был усеян высокими прямоугольными пагодами. Эти пагоды имели весьма устаревший дизайн, а их поверхности были пронизаны упрощенными древними рунами, которые, по-видимому, простояли уже бесчисленное количество лет. Пролетев около 15 минут, они так и не достигли конца пути. Внезапно брови Хань Ли слегка нахмурились, и он резко остановился. «Ты что-то обнаружил, уважаемый Даос Хань?» — спросила Селянь, обернувшись. Люй Ши также остановился как вкопанный, чтобы послушать, что скажет Хань Ли. «Кажется, там есть что-то интересное. Не хотите ли взглянуть?» — сказал Хань Ли с улыбкой, глядя в определенном направлении. Селянь направила свое духовное чувство в том же направлении, но не смогла ничего обнаружить, и выражение ее лица слегка изменилось, когда она сказала: «Ваше духовное чувство может обнаруживать вещи так далеко?» Люй Ши также не смог ничего обнаружить своим духовным чутьем и сказал: «Я был бы рад сопровождать тебя, уважаемый Даос Хань». Глава 2229. Насекомое с человеческим лицом. Было ясно, что духовное чувство Хань Ли было гораздо более сильным, чем у него и Селянь. Хань Ли кивнул, а затем двинулся в том же направлении, куда он смотрел, а за ним последовал ничего не выражающий Дао Се. Селянь и Люй Ши обменялись осторожными взглядами и только тогда последовали за ними. Отклонившись всего на несколько сотен футов от тропы, Селянь и Люй Ши сразу же что-то заметили. Пролетев не более 2000 футов, впереди появился массивный глубокий кратер размером около 80 футов. Вокруг гигантского кратера находились 7 каменных пагод, находившихся в руинах, а земля была пронизана бесчисленными глубокими траншеями, указывающими на то, что здесь произошла жестокая битва. В центре гигантского кратера лежали обугленные черные останки гигантского насекомого, и казалось, что это было лишь меньше половины всей туши насекомого. Несмотря на то, что труп был неполным, он все равно выглядел довольно угрожающе, и Селянь и Люй Ши резко вздохнули. Это насекомое по внешнему виду было похоже на среднестатистического стемборера с глянцевым экзоскелетом, но на его длинной и тонкой шее располагалась чрезвычайно отвратительная мужская голова со всеми чертами лица и копной растрепанных зеленых волос, напоминавших дикую траву. Труп неподвижно лежал на земле, вокруг него не было никакой крови, он явно погиб здесь давным-давно. «Так что это настоящий потомок королевы стембореров, на это действительно очень неприятно смотреть», — сказала Селянь, и ее лицо слегка побледнело. «Это действительно так. Я не думал, что эти насекомые окажутся такими уродливыми, королева стембореров, скорее всего, даже более отвратительно на вид». «Что ты думаешь, уважаемый Даос Хань?» — спросил Люй Ши. «Возможно, и так. Я не приду к каким-либо выводам, пока не увижу королеву стембореров своими глазами», — сказал Хань Ли со слабой улыбкой, а затем внезапно махнул рукавом в сторону гигантского кратера. Раздался громкий грохот, когда вспышка невидимой силы ударила по трупу насекомого, заставив его перевернуться на спину. Цвет лица Селянь побледнел еще сильнее при виде нижней части насекомого. К брюшку насекомого было прикреплено около дюжины сломанных конечностей, некоторые из которых были очень острыми и покрыты жестким черным мехом, как конечности настоящих насекомых. Однако остальные конечности были светлыми и тонкими, похожими на человеческие руки, но вместо 5 пальцев каждая рука состояла из 3 пальцев, один из которых был довольно тонким, а 2 других — толще. Веки Люиши свело судорогой, когда он увидел это, и он поднял руку, чтобы вызвать синий огненный шар, который он немедленно послал в тушу насекомого. Огненный шар, казалось, не выделял никакого тепла, но воздух вокруг него стал сильно искривленным и размытым, что ясно указывало на то, что пламя было чрезвычайно устрашающим. Как только огненный шар ударил в тушку насекомого, последняя тут же загорелась. Спустя несколько мгновений Люиши наложил ручную печать, прежде чем указать пальцем на тушу, и раздался глухой стук, когда голубое пламя мгновенно исчезло, снова обнажив тушу. Однако, если не считать того факта, что он стал немного более обугленным, чем раньше, труп, похоже, практически не пострадал. Лица Люиши и Селянь потемнели еще больше, когда они увидели это. «Интересно. Дай мне тоже попробовать», — усмехнулся Хань Ли, подняв руку и взмахнув 3 пальцами в воздухе. 3 полосы лазурного меча Ци мгновенно вырвались из кончиков его пальцев, а затем быстро ударили по трупу. 3 глухих удара раздались один за другим, и 3 полосы Ци меча достигли совершенно разных результатов. Первая полоса Ци меча была мгновенно отражена, вторая полоса смогла разрезать часть экзоскелета туши, а третья полоса смогла аккуратно разрезать тушу пополам. Увидев это, в глазах Люиши и Селяня появился намек на удивление, в то время как Хань Ли начал с задумчивым выражением лица поглаживать свой подбородок. Селянь спросила: «Были ли те 3 полосы Ци меча, которые ты только что выпустил, разного уровня силы, брат Хань?» «Правильно.
Первая полоса содержала около половины моей полной силы, вторая полоса была ударом полной мощности, а третья полоса была наполнена летающим мечом, который является моим связанным сокровищем, ответил Хань Ли. Се Лянь и Люй Ши, естественно, не знали, что Хань Ли солгал о первых двух ударах меча и сказал правду только о третьем. Его силы намного превосходили силы обычного существа стадии Великого Вознесения, поэтому первая полоса меча содержала только около 20% его полной силы, в то время как вторая была наполнена только примерно 50% его полной силы. Несмотря на это, Се Лянь и Люй Ши были весьма ошеломлены тем, насколько прочным было это тело. Это насекомое не только практически невосприимчиво к истинному огню уважаемого даоса Лю Ши, оно даже может в определенной степени противостоять мечу Ци уважаемого даоса Ханя. Похоже, что эти потомки королевы стимбареров еще более грозны, чем я предполагала. Что же нам делать? Что мы сделаем, если встретим одного из них? Спросила Се Лянь с мрачным выражением лица. Не нужно бояться, если мы действительно столкнемся с одним из этих насекомых, нам просто придется атаковать его как обычно. Я уверен, что мы вчетвером вместе сможем уничтожить простое насекомое. Люй Ши холодно усмехнулся в ответ. Один или два из них не будут проблемой, но что, если мы встретим 7, 8 или даже больше этих насекомых? Тогда вы все еще будете так уверены в себе. Се Лянь вздохнула. Услышав это, уверенный вид Люй Ши немного потускнел. Конечно, но таких насекомых вокруг должно быть не так уж много. Хе-хе, действительно очень маловероятно встретить такое количество этих насекомых. Если бы королева стимбареров обладала способностью производить столько потомков, она, скорее всего, уже давно вырвалась бы из этой древней печати, сказал Хань Ли, вздрогнув. Я, конечно, на это надеюсь. В противном случае мы потенциально можем оказаться в огромной беде. Похоже, что последней группой товарищей даосов, вошедшей в этот подземный дворец, были те, кто убил это насекомое. Интересно, почему они ушли в такой спешке? Надеюсь, впереди нас больше не ждет подобных вещей, сказала Се Лянь с кривой улыбкой. В любом случае, мы уже здесь, поэтому не можем сейчас отступить. Мы уже потратили здесь довольно много времени, давайте продолжим. Было бы очень прискорбно, если бы наше опоздание повлияло на планы уважаемой Баохуа, спокойно сказал Хань Ли, а затем вернулся той же дорогой, откуда пришел. В ходе осмотра он пришел к выводу, что эти насекомые не представляют для него особой угрозы, поэтому он, естественно, не собирался слишком беспокоиться. Даос Се молча последовал за ним, а Се Лянь и Люй Ши были весьма удивлены решительным уходом Хань Ли. Однако они знали, что Хань Ли был прав, поэтому они тоже могли следовать за ним. Даос Се, казалось, был полностью послушен Хань Ли, а Хань Ли только что продемонстрировал духовное чутье, намного превосходящее духовное чутье Се Лянь и Люй Ши, поэтому они оба бессознательно начали следовать примеру Хань Ли. Вскоре после этого 4 из них вернулись на тропу и продолжили путь согласно карте. По мере продвижения по пути они не встречали никаких препятствий, и это стало большим облегчением как для Се Лянь, так и для Люй Ши. Несмотря на то, что они оба находились на стадии Великого Вознесения, они определенно не хотели столкнуться с насекомым, подобным тому, который они только что видели. В этот момент все 4 оказались в просторном саду, окруженном мерцающими серебряными деревьями. На ветвях этих деревьев росли серебряные цветы размером с ладонь, которые были очень красивы на вид, но не источали никакого аромата. Поначалу Люй Ши довольно настороженно относился к этим деревьям, но его опасения улеглись после того, как Се Лянь сообщила ему, что это растение уникальное для царства старших дьяволов, и оно не служит никакой другой цели, кроме как низкосортный ингредиент для очистки таблеток. Брат Хань, согласно карте, в этом зале впереди должно находиться ядро формирования. Как только мы его отремонтируем, наша миссия будет завершена, сказала Се Лянь, когда они втроем вышли из сада, после чего серый зал показался вдали. Похоже, наше путешествие прошло довольно гладко. Интересно, применимо ли то же самое и к другим нашим собратьям-даосам? Ответил Хань Ли, кивнув. По какой-то причине, как только он пришел в сад, он не мог избавиться от тревожного ощущения, что за ним наблюдают. Учитывая, насколько сильным было его духовное чутье, для него было практически невозможно обнаружить кого-то, если бы он был поблизости. Это означало, что тот, кто наблюдал за ними, либо обладал невероятными способностями и мог избежать обнаружения своего духовного чутья, либо это было просто плодом его воображения, вызванным силой древней печати и всеми ограничениями в подземном дворце. В любом случае Хань Ли, естественно, стал намного осторожнее, но как только они вышли из сада, это странное чувство внезапно исчезло, оставив его в полном недоумении. Тем временем неясная гуманоидная фигура, расположенная в темной подземной пещере в самой глубокой части подземного дворца, внезапно начала кудахтать про себя. Я не могу поверить, что кому-то из низшего царства удалось развить технику очищения духа до 2-й стадии. Ха-ха, небеса действительно улыбаются мне. Похоже, я не останусь здесь надолго.
Поначалу кудахтанье было не очень громким, но постепенно оно становилось все отчетливее и невообразимее, поражая слушателя леденящим кровь ощущением. Глава 2230. Возрождение техники владения молнией. Хань Ли, естественно, не обращал внимания на сцену, которая только что произошла глубоко в подземном дворце, но после того, как это тревожное чувство исчезло, он испытал полное облегчение. В этот момент 4 из них вышли из сада и прибыли на обычную небольшую площадь. Огромный зал, занимавший площадь в несколько акров, стоял прямо напротив другой стороны площади, и Люша слегка нахмурился, когда он спросил: «Почему мое духовное чувство не может войти в это место? Ограничения здесь все еще активированы». Дело не в ограничениях. Этот зал был построен из особого материала из нашего священного царства. Этот материал известен как речной песок подземного мира, и он, естественно, обладает свойствами сопротивления духовным чувствам, поэтому неудивительно, что ваше духовное чувство не может войти в зал, с улыбкой ответила Селянь. Вместо того, чтобы успокоиться, услышав объяснение Селяня, Люйши нахмурился еще сильнее, когда он внезапно сделал хватательное движение, чтобы вызвать кинжал, окутанный зеленой ци. «Подождите, я чувствую здесь ауру стимбареров». «Что?» «Не может быть». «Может быть, вы ошибаетесь, коллега Дос Люйши?» Сердце Селянь дрогнуло, услышав это, и она также поспешно призвала 3 серебряных кольца, которые появились перед ней во вспышке света. «Я выработал особую секретную технику, которая позволяет мне идентифицировать ауры всех существ в радиусе нескольких десятков километров. Я уверен, что поблизости есть стембареры». Люйши ответил уверенным голосом. Брови Хань Ли слегка нахмурились, услышав это, и он внезапно потер руки, прежде чем поднять их в сторону коридора впереди. Раздалась пара громких раскатов грома, когда вырвались 2 толстые золотые молнии, превратившись в пару золотых питонов длиной более 100 футов, прежде чем прыгнуть в зал. В зале среди вспышек молний тут же раздался раскат грома. Божественная дьявольская молния. Выражение лица Селянь слегка изменилось, когда она увидела это. Вообще говоря, божественная дьявольская молния больше не была столь эффективна против дьявольских существ ее калибра, но, будучи выпущена на волю другим человеком на стадии Великого Вознесения, таким как Хань Ли, она все равно представляла для нее серьезную угрозу. Прямо в этот момент в зале раздалось резкое шипение, после чего 5 призрачных фигур выскочили в мгновение эко и приземлились на небольшой площади в линию. Здесь действительно есть стембареры. Выражение лица Люйши сразу же потемнело при виде этих фигур. Эти 5 фигур были никем иным, как 5 гигантскими насекомыми с человеческими лицами. Каждый из них был ростом от 30 до 40 футов, а на тонких и длинных шеях были прикреплены чрезвычайно отвратительные мужские головы. Кроме того, в передних конечностях они держали какое-то грубое оружие, похожее на дубинку. Самое большое из насекомых с человеческим лицом стояло в центре, и его экзоскелет был светло-голубым, в то время как у всех остальных 4 экзоскелеты были черными, похожими на таковые у туши насекомого, которую Хань Ли и другие нашли ранее. При виде Хань Ли и остальных на синем лице насекомого с человеческим лицом сразу же появилось зловещее выражение, и оно кудахтало. Фантастика. Есть еще инопланетные существа. Мы сможем устроить еще один пир. Я очень скучаю по вкусу чужой плоти. Я даже не могу вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз пробовала. Жадные взгляды появились и в глазах других насекомых с человеческими лицами. Выражение лица Селянь потемнело, когда она услышала это, и 3 серебряных кольца перед ней начали громко жужжать во вспышке яркого света. Напротив, Хань Ли был очень расслаблен, взглянув на 5 насекомых с человеческими лицами, улыбнулся и сказал: 5 — это не катастрофа, но и ни над чем смеяться. Как насчет этого? Брат Се и я возьму на себя 3 из них, а 2 других оставлю вам 2. У меня, конечно, нет возражений. Вы и коллега Даос Се необычные существа стадии Великого Вознесения, поэтому мы будем рассчитывать на вас, усмехнулась Селянь. Люйши, естественно, тоже не возражал, и он ударил кинжалом по воздуху, высвободив взрыв зеленой ци, который превратился в змея, который бросился прямо на одно из насекомых с человеческим лицом. Стембарер с человеческим лицом был совершенно невозмутим и открыл рот, чтобы выпустить поток серой ци. Эти 2 столкнулись под оглушительный грохот, а затем поднялись в небеса, как пара змей, которые постоянно терзали друг друга. Сразу после этого 3 серебряных кольца перед Селянь в мгновение эко исчезли, а в следующее мгновение над другим стембарером с человеческим лицом вспыхнули пространственные колебания, после чего 3 серебряных кольца появились снова, прежде чем рухнуть со свирепой силой. На человеческом лице стембарера появилось свирепое выражение, и он яростно взмахнул 2 толстыми дубинами вверх, посылая 2 заряда огромной силы в 3 серебряных кольца. 3 кольца сильно задрожали и не смогли продолжить падение.
Увидев это, синий Стэмберер с человеческим лицом начал кудахтать, затем прыгнул вперед, используя задние ноги, после чего внезапно растворился в воздухе. «Оставьте эту штуку мне», — сказал Дао Се и тоже исчез во вспышке серебряной молнии. В следующее мгновение наверху раздался глухой раскат грома, и Дао Се и гигантский синий Стэмберер появились в небе в унисон среди сильного взрыва. Дао Се немедленно сделал хватательное движение, и дуги серебряных молний сошлись, образовав пару гигантских мерцающих серебряных клинков, после чего его тело раздулось до размеров более 100 футов, и он бросился на гигантского Стэмберера, обрушив свои клинки вниз. Это была порочная сила. Синий Стэмберер издал громкий визг, а также увеличился в несколько раз и в отместку размахивал своими гигантскими дубинками в воздухе без всякого страха в глазах. Раздалась череда потрясающих грохотов, когда эти двое снова и снова сталкивались с своим оружием. Дао Се оставался совершенно бесстрастным, а его серебряные лезвия вращались вокруг синего стержня, развязывая свирепые атаки, словно пара серебряных колес. Тем временем синий Стэмберер беспрерывно кудахтал, и на его отвратительном лице было почти невменяемое выражение, когда его массивные черные дубинки вращались вокруг его тела, как вспышки черной ци. Эти двое, казалось, были равны. Прямо в этот момент позади Селянь появился гигантская зеленая цветочная проекция, которая сразу же превратилась в бесчисленные лазурные саблевидные проекции, которые устремились к гигантскому Стэмбереру впереди. Тем временем Люиши создал огромную мерцающую золотую печать, которая по его приказу мгновенно увеличилась до размеров горы, прежде чем снова и снова обрушиваться на своего противника. Стэмбереры с человеческими лицами обладали очень мощными телами, но даже они не осмеливались принимать столь ошеломляющие атаки в лоб, а могли лишь предпринимать меры уклонения. Увидев, что трое стэмбереров с человеческими лицами были заняты, Хань Ли бросил взгляд на двух оставшихся гигантских насекомых. Эти два стэмберера сейчас колебались, стоит ли им усилить своих товарищей или разобраться с единственным доступным противником. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он наложил ручную печать, после чего бесчисленные золотые руны хлынули из его тела. Раздался громкий раскат грома, и эти руны мгновенно превратились в сверкающие вспышки золотых молний, окутавшие все его тело. Затем он наложил ручную печать, а потом схватил ее. Молнии тут же сошлись, образовав мерцающий золотой шар молний, испускавший чрезвычайно грозную ауру. Два стэмберера с человеческими лицами сразу почувствовали угрозу, исходящую от Хань Ли. Они зашипели в унисон, бросившись прямо к противнику, оставляя за собой следы остаточных изображений. Один из них открыл свою массивную пасть, выпустив порцию тошнотворной черной жидкости, а другой швырнул свои гигантские дубинки прямо в Хань Ли. Увидев это, Хань Ли поднял бровь и внезапно распался на точке духовного света. В результате гигантские клубы и черная жидкость не достигли цели. Два гигантских стэмберера были настороже и, увидев это, сразу же захлопали крыльями, после чего также мгновенно исчезли. В следующее мгновение по обе стороны площади вспыхнули пространственные колебания, и два гигантских стэмберера вновь появились. Однако точки духовного света внезапно сошлись, чтобы снова сформировать тело Хань Ли, стоящее на том же месте, что и раньше. Оказалось, что Хань Ли никогда не покидал этого места, и ему легко удалось обмануть обоих стэмбереров своей иллюзией. Увидев это, сердца двух стэмбереров дрогнули, и они немедленно снова бросились к Хань Ли, но было уже слишком поздно. Прямо в этот момент Хань Ли осторожно подбросил шар молнии в руках вверх, и он растворился в воздухе среди вспышки золотого света, после чего сразу же раздался сокрушительный взрыв грохота. Бесчисленные золотые руны разлетелись по воздуху, после чего вспышка золотой молнии толщиной с резервуар для воды с безошибочной точностью обрушилась на стэмберера с человеческим лицом. Это было не что иное, как полная техника владения молнией, которую Хань Ли освоил совсем недавно. Раздался вой боли, и у стэмберера даже не было шанса сопротивляться, прежде чем он был уничтожен золотой молнией. Техника владения молнией была настолько грозной, что даже стэмберер с человеческим лицом не мог выдержать ни одной атаки. Другой гигантский стэмберер был одновременно шокирован и разгневан, увидев это. Он внезапно издал пронзительный визг, высвободив взрыв невидимых звуковых волн, которые устремились прямо к Хань Ли.